Хай всем! Вы на канале Космос Просвет. Сегодняшний выпуск будет посвящен планетологии и устройству Солнечной системы. Итак, изучением планет занимается, как ни странно, наука планетология. Во многом она опирается на изучение планет Солнечной системы, но помимо этого занимается также экзопланетами. Экзопланеты — это не обязательно планеты, похожие на Землю, или планеты, способные поддерживать жизнь. Это просто все планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. На сегодняшний день подтвержденным статусом экзопланеты обладают более 4500 объектов, и еще примерно столько же являются неподтвержденными кандидатами. В описании вы можете найти ссылку на статью про экзопланеты. Там очень интересно написано про их разновидности и методы их открытия. Многие из вас наверняка задумывались о существовании жизни вне Земли. Открывая новые планеты, ученые, конечно же, интересуются вопросом их обитаемости. Для существования жизни на планете необходимо совпадение многих и многих факторов. Один из самых важных – это расположение планеты относительно звезды. Для этого существует специальный термин – зона обитаемости. Это такая область, где вода на планете может находиться в жидком состоянии, а условия на планете могут быть близки к земным. Граница этой зоны зависит прежде всего от характеристик самой звезды, размера и температуры. То есть, если звезда, например, большая и горячая, зона обитаемости должна быть от нее подальше, чтобы вся вода не испарилась. А если звезда маленькая и холодная, то зона обитаемости располагается поближе к звезде, чтобы планета получала достаточно тепла для сохранения жидкой воды. Но на это также влияют особенности самой планеты. Например, наличие атмосферы, парниковый эффект, магнитное поле. Эти факторы тоже учитываются при расчете зоны обитаемости. На самом деле, определить прям границы этой зоны достаточно проблематично. Например, в нашей же Солнечной системе они до сих пор не определены. Ученые по сей день спорят. Кто-то говорит, что зона обитаемости — это ровно орбита Земли, шаг влево, шаг вправо, и мы бы уже здесь и жили. Кто-то считает, что орбиты от Венеры до Марса тоже вполне пригодны для жизни. Если хотите побольше узнать про зону обитаемости, можете посмотреть видос по ссылке в описании, он реально очень интересный. А сейчас давайте поговорим о строении Солнечной системы. Основа нашей системы — Солнце, желтая звезда средних размеров. На самом деле, наша Солнечная система достаточно необычна в том плане, что многие планетарные системы имеют в центре двойную, тройную или даже кратные звезды. На расстоянии 58 миллионов километров от Солнца располагается первая планета – Меркурий. Он очень быстро вращается вокруг Солнца. Год на Меркурии равен 88 земным дням. Но при этом солнечные сутки на Меркурии длятся 176 земных дней. То есть на этой планете сутки длятся 2 года. Кстати, на Меркурии очень много кратеров. И, по-моему, очень прикольно, что их решили называть в честь различных выдающихся архитекторов, музыкантов, писателей. Например, на Меркурии есть кратеры, названные в честь Достоевского, Шекспира, Бетховена. Представляете, на Меркурии есть кратер Толстого. Интересно, он тоже душный? Затем вторая планета – Венера. Думаю, вы часто слышали, что Венеру называют сестрой Земли. Я, честно, не согласна с таким лейблом, потому что хоть Венера и похожа на Землю в плане размеров и массы, на этом сходство заканчивается. В отличие от Земли, Венера вращается вокруг Солнца в другую сторону. У Венеры суперплотная атмосфера, состоящая в основном из углекислого газа. У Венеры нет спутников. На Венере идут кислотные дожди. Третья планета от Солнца – это наш родной дом. Home sweet home. Голубая планета средних размеров, находящаяся в зоне обитаемости, с благоприятным климатом. Ну прямо настоящий рай, больше и добавить нечего. Все мы любим нашу Землю, поэтому давайте ее беречь, она у нас одна такая. А то если мы запустим экологию, парниковый эффект на нашей планете усилится, и будем как на загнивающей Венере. Там из-за парниковых газов самая высокая температура в Солнечной системе. Вы же не хотите, как на Венере? Четвертая планета – небезызвестный Марс, или, как его еще называют, Красная планета. Это, пожалуй, самая интригующая планета для всех землян. Она находится под пристальным вниманием многих ученых. О Марсе и его возможных обитателях слагаются легенды. Но давайте говорить по фактам.
Марс — это достаточно маленькая планета, он раз в 10 меньше Земли и по объему, и по массе. У него 2 спутника — Фобос и Деймос. Они тоже очень маленькие, настолько, что даже не имеют шаровидной формы. На Марсе расположен крупнейший потухший вулкан Солнечной системы. Его название — Олимп. Марсианские сутки всего на 40 минут длиннее земных, и у них есть особенное название — Солы. На Марсе есть ледяные шапки, высохшие долины рек и бассейны океанов. Многие факты говорят о том, что на Марсе когда-то была жидкая вода, хорошее магнитное поле, нормальная атмосфера с высоким уровнем содержания кислорода. Как говорится, на Марсе было все. Деньги, тачки, админки, пуринки, все было на этом сервере. Главный вопрос в том, что же произошло с Марсом. Давайте по порядку. Предположительно, Марс как планета сформировался около 4,5 миллиарда лет назад. Первый период геологической истории Марса, названный Нойским, продолжался около миллиарда лет. Считается, что как раз во время этого этапа на Марсе и появилась жидкая вода и хорошая атмосфера с кислородом. Важным фактором этого всего было то, что у Марса имелось достаточно хорошее магнитное поле, создаваемое активным ядром планеты. Однако в силу размеров Марса ядро, скорее всего, достаточно быстро остыло и перестало генерировать магнитное поле. Из-за этого солнечный ветер буквально сдул атмосферу Марса, вода начала испаряться, и все. Дорогие друзья, все. Плюсом к этому около 3,5 миллиарда лет назад начался второй период геологии Марса, когда супер активизировались все его вулканы, которые выбрасывали кучу неприятных газов в атмосферу и изливали много горячей лавы. Многие также считают, что на Марсе когда-то существовала разумная жизнь. Это, конечно, было бы очень прикольно, но, скорее всего, такая жизнь просто не успела бы сформироваться на Марсе, так как благоприятные условия там продолжались, навскидку, не больше 500 тысяч лет. Для сравнения, на Земле жизни понадобилось более 3 миллиардов лет, чтобы эволюционировать в человечество. Первые 4 планеты объединяют в группу земного типа, или по-другому их еще называют каменистыми планетами. Далее за Марсом у нас располагается главный пояс астероидов. Следующие 4 планеты – это газовые гиганты Юпитер и Сатурн и ледяные гиганты Уран и Нептун. Юпитер – это самая большая планета Солнечной системы. Он на 99% состоит из водорода и гелия. Юпитер еще иногда называют неудавшимся Солнцем. Теоретически у нас могла бы быть вторая звезда, но Юпитер оказался недостаточно массивен, и в нем не пошли термоядерные реакции. Кстати, это и является главным отличием планеты от звезды – наличие этих самых термоядерных реакций. У Юпитера также очень много спутников. Самые крупные из них называют галилеевыми спутниками, потому что их в свое время открыл Галилео Галилей. Вот эти спутники – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Из интересного есть также то, что Юпитер быстрее всех планет Солнечной системы вращается вокруг своей оси. Один оборот для такой огромной планеты занимает всего 10 часов. Из всех планет Солнечной системы Юпитер не только самый большой и самый быстро вращающийся, но также самый яркий на нашем ночном небе. Вот для примера фотография, сделанная в мой телескоп в июле 2020 года. Здесь видны и 4 галилеевых спутника. Следующая планета – Сатурн, известный благодаря своим шикарным кольцам. Сатурн имеет наибольшее в Солнечной системе количество спутников – 82. Крупнейший спутник Сатурна – Титан, имеет на поверхности реальные моря и озера. Но, правда, они из жидкого метана, потому что температура поверхности там минус 170 градусов по Цельсию. Но теоретически Титан – это одно из вероятных мест, где можно найти жизнь. Также подозрения в наличии жизни падают на Энцелад, ледяной спутник Сатурна. Под толстым слоем льда там есть жидкая вода, которая периодически выбрасывается в космос через мощные гейзеры. В общем и целом, было бы неплохо отправить несколько космических станций на спутники Юпитера и Сатурна и поискать там жизнь. 7-я планета Солнечной системы – это Уран. Мало кто знает, что у него на самом деле тоже есть кольца, но они гораздо тускнее и тоньше сатурновских, поэтому их особо не видно. Интересно, что ось вращения этой планеты лежит как бы на боку, поэтому смена времен года там достаточно специфична. То есть сначала освещается только северное полушарие, потом только экватор, потом южное полушарие и затем снова только экватор. И последняя планета Солнечной системы – Нептун. Представляете, у него тоже есть кольца. Они, правда, такие же тусклые и невзрачные, как у Урана, но они все же есть. Нептун в силу своей дальности не очень хорошо изучен. Из интересного могу вам сказать, что год на этой планете длится 165 земных лет.
И, кстати, Нептун — это первая планета, открытая с помощью математических расчетов. Астрономы XIX века обнаружили, что орбита Урана иногда, неизвестно почему, изменяется. Они предположили, что это может быть вызвано тем, что за Ураном есть 8-я массивная планета. Так это и оказалось. За Нептуном располагается карликовая планета Плутон, а еще дальше второй астероидный пояс, названный поясом Койпера. Я бы еще хотела поподробнее остановиться на Плутоне. Я думаю, многие из вас слышали, что Плутон исключили из списка планет Солнечной системы в 2006 году. Однако многие расстраиваются из-за того, что как так, мы остались без 9-й планеты. Дело в том, что это вопрос банальной классификации. Плутон как был объектом Солнечной системы, так и и остался. С ним вообще ничего не произошло. Просто мы, люди, стали открывать слишком много объектов, которые вроде бы вращаются вокруг Солнца и вроде бы должны называться планетами. Но в 2006 году Международный астрономический союз решил добавить к критериям планеты следующее. Пространство возле орбиты планеты должно быть свободно от других тел. То есть, по сути, объект должен быть достаточно большим и массивным, чтобы расчистить свою орбиту. По этому критерию Плутон больше не мог находиться в статусе планеты. Он действительно недостаточно большой. Поэтому его и исключили. Вот для наглядности картиночка со сравнением Плутона и, например, Луны. Плутон реально слишком маленький. Поэтому все, кто был расстроен из-за Плутона, не расстраивайтесь. С ним, правда, все хорошо, он в порядке. Зато он теперь самая большая карликовая планета Солнечной системы. И вот вам еще интересный фактик. У Плутона есть несколько спутников. Крупнейший из них, Харон, настолько большой, что Плутон тоже немножечко вращается вокруг своего спутника. И астрономы даже подумывают называть такую систему двойной планетой, потому что общий центр тяжести находится вне самого Плутона. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. В заключение мне хотелось бы немножечко поразмышлять, пофилософствовать над вопросом, зачем же нам это все знать и изучать. Имеются ли какие-то практические применения знаниям о рельефе Меркурия, об атмосфере Венеры и прочее? На самом деле можно сказать, что да, потому что различные научные открытия на других планетах имеют колоссальное значение для таких наук, как биология, геология, метеорология, химия и другие. Как известно, эти науки применяются прямо здесь у нас на Земле, и они важны для всех нас. Поэтому я считаю, что планетология делает неоценимый вклад во многие другие науки и вообще в целом в нашу повседневную жизнь. Что касается планет Солнечной системы, то, на мой взгляд, их особенно важно изучать, потому что, во-первых, все мы должны знать, где вообще мы живем, а во-вторых, они помогают нам лучше понять, как формировалась Земля, как она развивалась, эволюционировала, потому что многие процессы и явления, происходящие на других планетах, похожи на наши земные. Например, как известно, на Венере очень сильный парниковый эффект, а на Земле этот парниковый эффект усиливается с каждым годом. И поэтому логично, что нам нужно получше изучить атмосферу Венеры и вообще процессы, которые там происходят, чтобы лучше понять, что, возможно, ожидает нас в будущем на нашей собственной планете. Не стоит также забывать про то, что планетология — это одна из наук, которая занимается поиском жизни вне Земли. И мне кажется, это супер фундаментальный и интересный вопрос про то, вообще, существует ли жизнь вне Земли, как она выглядит, как она развивается, эволюционирует. Вот поэтому я считаю, что нам всем стоит вкладываться в изучение планетологии. В конце также хочу сказать, что сценарий для этого видео я писала в таком приложении, как Notion. Возможно, кто-то знает. И поэтому сейчас у меня есть замечательная возможность поделиться с вами ссылкой на печатную версию этого выпуска. Если, например, кому-то удобнее воспринимать информацию в текстовом виде, а не в формате видео, то вы теперь можете спокойно читать мои выпуски «Космос Просвета». Я буду оставлять ссылку на печатную версию в описании к видеоролику. На этом точно все. Всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Также не забывайте писать комментарии. Всем пока-пока!